Вы никогда не задумывались, а какое стихийное бедствие схожее с вашим знаком зодиака? Всем привет! С вами канал Интерес, и сегодня мы вам расскажем о природных стихиях, которые схожи по характеру каждого знака зодиака. И прежде чем начнем наш рассказ, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе о выходе наших новых видео. Итак, первый знак зодиака – это Овен. Символизирует природную стихию – пожар. Ярость овнов возгорается мигом, и всегда из-за какой-нибудь ерунды. Только что все было хорошо, и вдруг внезапно вырастает пламенный столб взъяренного овна, и если не набросить на очаг возгорания одеяло, спасти ничего не удастся. Все, что нажито непосильным трудом, в один миг превращается в кучу головешек. Поэтому вариантов у жертв только два: или тушить, получив ожоги, или бежать. Но тогда нужно отдавать себе отчет, что вернуться будет некуда, а лучше согласиться с ним, и он потушит свою ярость самостоятельно и очень быстро, не причинив никому ожогов. Телец символизирует природную стихию – цунами. Главная опасность цунами – внезапность. Только что светило солнышко, на прибрежной линии океана было тихо и спокойно. И вдруг, в одну секунду, буквально вода отступает, обнажается дно, и на берег обрушиваются десятки тысяч тонн воды. Что самое страшное, цунами нельзя предсказать. Причина катастрофы – не штормовой ветер, а землетрясение, которое произошло под толщей воды, где-то далеко от берега. Знакомо? Если телец не реагирует на провокации, это не значит, что внутри не лопнуло его терпение. У него внутри как раз уже произошло землетрясение, и к берегу ударной волной несет смертоносную толщу гнева. В общем, когда жертва сообразит наконец, что тельца довели до ручки, будет поздно спасаться и предпринимать что-то. Следующий знак зодиака – это Близнецы, они символизируют стихию песчаную бурю. Близнецы гневливы, но отходчивы, это правда. Гнев Близнеца – штука, в целом, предсказуемая, как и песчаная буря. Видишь пустыню? Ну так не лезь в пески, там все равно нет ничего интересного, а сгинуть в этих барханах проще простого. Неизвестно, зачем будущие жертвы катастрофы направляются в пески, зато известно, почему рискуют. Мимо них уже прошли 10 караванов, и все выжили. Ничего страшного, в песчаную бурю попасть – это ж надо быть совсем невезучим. Ну, еще можно с тем же успехом в русскую рулетку сыграть. Не повезет. Ну что же, бывает. Близнецы не виноваты в том, что именно сейчас началась буря. Они это не контролируют. Знак зодиака Рак символизирует природную стихию – грозу. Ярость рака – это гроза, частое и привычное нам всем явление. В грозу можно гулять. Грозой можно любоваться и чувствовать себя в полной безопасности. Молнии где-то очень далеко, а гром – это просто шум, абсолютно безопасный. А какой волшебный запах после грозы. Вот и с ними та же история. Они громко шумят, но никому не собираются причинять вреда. А после ссоры чувствуют себя виноватыми и пекут примирительный пирог, который пахнет счастьем, покоем и уютом. Есть, правда, одно но: если рака часто доводить, в один прекрасный момент молния ударит прямо в больную точку и сделает очень больно. Знак зодиака Лев символизирует природную стихию – извержение вулкана. Если лев изволит пребывать в ярости, об этом непременно узнают окружающие. И сбегутся смотреть, прекрасно понимая, что рискуют жизнью. В общем, это как извержение вулкана. Когда вулкан просыпается, в людях помимо их воли, возникают суицидальные наклонности. Понятно, что от вулкана нужно бежать. Но зрелище завораживает так, что невозможно оторвать взгляд и сдвинуться с места. К счастью, последний день Помпеи львы устраивают редко. Им вполне достаточно обозначить намерение, чтобы окружающие поняли, осознали и исправились. Следующий знак зодиака – Дева, символизирует природную стихию – пурга. Дева никогда не впадает в ярость без причины, только в ответ на определенные раздражители. Список этих самых раздражителей Дева предоставит вам заранее, в 2 экземплярах, возможно даже с личной подписью. Инструкцию по выживанию, снаряжение и лекарства Дева также выдаст. В общем, это как пурга. Обычно в нее попадают люди подготовленные. Правда, им все равно это не помогает. Потому что в пургу невозможно ориентироваться, вообще никак. Так что, если собираетесь спорить с Девой, готовьтесь к тому, что через минуту утратите все жизненные ориентиры и будете только глазами хлопать. Да и рот лучше не открывать. Сугроб залетит. Знак зодиака Весы символизирует природную стихию – засуха. Весы никогда не впадают в истерики, не кричат, не топают ногами и не бросаются табуретками. Потому что весы не уверены, а стоит ли оно того, чтобы начинать. Они могут понять и простить или наоборот, облить презрением и выставить из своей жизни. Весам нужно подумать, не отвлекайте их.
Пока весы принимают серьезное решение, жертва гнева потихоньку входит в недоумение, почему они спокойны. Нужно заметить, что обычно жертва выживает, так как весы милосердны. Вам так не кажется? Проще сразу убить, не пытая. Ничего вы не понимаете в настоящей ярости. Скорпионы символизируют природную стихию, землетрясение. Злить скорпиона – совершенно самоубийственная затея. Потому что скорпион не разменивается на мелочи, а сразу сотрясает и разламывает на кусочки саму суть. Выбить почву из-под ног жертвы – вот прием, который использует скорпион, как при землетрясении нет спасения. Потому что спасаться элементарно негде. Самостоятельно летать люди пока не научились. И вот еще что, магнитуду можно предсказать в большинстве случаев. Это правда не помогает, но и не повредит. Следующий знак зодиака – Стрелец, символизирует природную стихию, лавина. Стрельцы очень не любят злиться, потому что знают, кто-то обязательно пострадает. Гнев Стрельца – штука убийственная, а сами Стрельцы очень жалостливы и человеколюбивы. Такой вот парадокс. Поэтому Стрельцы злятся так же, как сходит лавина. Где-нибудь подальше от хрупких человечков, которых можно ненароком зашибить насмерть. Так что, если Стрелец стал очень громко разговаривать и отчаянно жестикулировать, нужно вызвать вертолет и эвакуироваться. Мешать Стрелец не станет, если жертва успеет. А если не успеет? Ну, что же теперь? Все равно со Стрельцами встречаются только отчаянные. Знали, куда попали. Пусть сами и выкапываются. Знак зодиака – Козерог, символизирует природную стихию, наводнение. Гнев Козерога – штука предсказуемая и относительно безопасная. Как раз в год случается половодье, так и Козерог выходит из берегов с определенной цикличностью. Обычно никто от этого не страдает. Козерог вовсе не собирается никого убивать, только проучить. И это ему удается. Представляете, сколько грязи нужно выгребать на улице даже после безобидного наводнения? Вот это последствия ярости Козерога. Гундеть Козерог будет полчаса, а разгребать последствия придется месяц. Следующий знак зодиака – Водолей, символизирует природную стихию, ураган. Ураган – это ветер, который дует со скоростью более 30 метров в секунду. Ветер, ясное дело, не налетает из ниоткуда. Постепенно набирает силу. Если головной убор уже унесло, надо, наверное, почесать макушку и подумать, где бы спрятаться, а не наслаждаться свежей прохладой, стоя посреди улицы. Но во всяком случае стоит отойти подальше от деревьев, рекламных щитов и плохо припаркованных велосипедов. Вот и Водолей, как ураган, всегда предупреждает, еще чуть-чуть и что-то жахнет так, что костей не соберешь. Почему, спрашивается, их никто никогда не слушает? Для кого штормовое предупреждение придумали? Ну и завершают наш рассказ знак зодиака – Рыбы, символизирует природную стихию, торнадо. Торнадо – смертоносная воронка, атмосферный вихрь, который вращается со скоростью, не дающей ни малейшего шанса на выживание тому, кто туда попал. При этом неподалеку от смерча может стоять прекрасная погода. Тишь да гладь, и вообще благодать. Ярость рыбы – это торнадо. Рыба не устраивает громких разборок. Рыбы просто сидят с каменным лицом и сверлят обидчика ненавидящим взглядом. Кажется, что избежать гибели просто. Главное, не приближаться. Ага, размечтались. Торнадо всегда движется. Движется, круша все на своем пути и вбирая в воронку все. Так что, если рыба молчит и спокойно смотрит на вас, бегите. Рыбы просто набирают силу, а потом незаметно подкрадутся, и вот тут уже шансов не будет у вас. Не стоит расслабляться в общем. На сегодня у нас все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, нам будет очень приятно. Отличного всем настроения. Подписывайтесь к нам на канал Интерес и до новых встреч.